Беларусь 03.03.21. Ребята, запомните эту дату. Витебск, прощай, но ненадолго. Русью пахнет. Машина сопровождения, у нас тут все по-взрослому. Стою, ребят, смотрю на него и думаю, нахуй. Привет, любители и профессионалы, матерые начинающие, конкуренты и заказчики. Двигаемся только вперед. Ну а белорусские дороги после зимы не дают заснуть. Витебск встречает нас слякотью и снегом. Транспортная компания «Энергия», флагман грузоперевозок, скучные интерьеры и картонная дверь. Но, как говорится в одной книге, стучите и вам откроют. А вообще спасибо такая «Энергия», потому что за 10 минут я освоил 2 вида рохли и получил удостоверение грузчика. Ну или просто докера. Ведь весь персонал состоит из хрупкой девчонки. Станок погружен, документы получены. Выдвигаемся в сторону дома. Машина сопровождения. У нас тут все серьезно. Ребята, вы куда? Нам направо. Вот черт, без денег вообще не пошевелится. Придется в одиночку пробираться через хейтеров. Витебск, прощай, но ненадолго. Ну что, ребята, вот мы дома. И я вижу уже первые плюсы моего станка. Всего 216 килограмм и небольшие габариты. Поэтому выгружу я его легко и в одиночку. И на помощь нам придет, как обычно, профильная труба. Естественно, если бы у меня была столярная мастерская, то это был бы брусок 50 на 50. Шутку про 3 вещи, на которые можно смотреть вечно, рассказывать не буду. Бля, уже рассказал. А вообще, ребят, самому не верится, что простому белорусскому парню простая российская компания задарила станок. Так что всем, кто не верил, да, это я испортил ваши выходные. Хотя нет, у вас еще есть шанс, вдруг подсунули бракованный или нерабочий. В общем, самое время, ребята, влепить хороший дис. Ну а я тем временем поеду потихонечку, что ли. Свершилось. Приветствуем тебя, чудо ульяновской мысли, на белорусской земле. Ну что, ребят, стою, смотрю на него и думаю, на худой конец доски пустим на дрова. Ну а станок, конечно, в работу. Думаю, смотреть, как я разбираю обрешетку, вам не интересно, поэтому этот момент пропустим. Итак, 5 минут, гора досок и куча саморезов. И вот она, вожделенная мечта многих холоднокованных мастеров. Кстати, сочетание холоднокованное появилось с моей легкой руки. Ну а пока не поздно, давайте глотнем симбирского воздуха. Русью пахнет. Там Ленин учился и нам завещал. Так что, холоднокованные пролетарии, объединяемся. Но сейчас самое интересное, будем посмотреть, что же нам прислали. Убираем ульяновские опилки и видим, что комплектацию кто-то проверял, и это уже радует. Беларусь 03.03.21. Ребята, запомните эту дату. Этот день, когда меняется история рекламы в холодной ковке. И первой в истории это сделала компания «Профи». Но если серьезно и без пафоса, то рекламодатель наконец-то начинает понимать, что каналы, которые превратились практически просто в рекламу инструмента, будут потихоньку разбавляться настоящими трудягами. И количество миллионных просмотров совсем не равноценно количеству заказов. Ну а теперь самое интересное — это распаковочка. Я не думаю, что сюда набросают большое количество плюшек, но все равно интересно. И первое, что нас встречает, это, я так понимаю, перечень допов. В общем, кому интересно, ознакомьтесь. Так, что еще? 3 готовых завитка. Очень интересно, даже не знаю, как прокомментировать эту ситуацию. И 2 бублика. Ладно, это пока в сторонку. Так, паспорта на двигатель, мотор-редуктор и частотник. Еще какая-то крайне непонятная штука. В общем, сейчас выкладываю все, что дали, на картонку. И вместе с вами посмотрим. Может, вам, когда покупали, чего-то не додали. Смотрю, на некоторых лекалах содран грунт. И меня это радует, потому что я так понимаю, что их испытывали перед продажей. В общем, надавали всего и много, и, как говорится, даже с надписями. Это, наверное, чтобы не перепутать, что к чему. Сейчас примерим бублик. Ну, в принципе, я и так бы, наверное, разобрался. Хотя люди бывают разные, надо думать о всех. Так, ребят, не удержался, дал я ему выстояться час. И по старой русской традиции, не читая никаких руководств к эксплуатации, решился я его все-таки включить.
Кстати, шнур питания довольно мягкий, хоть и выглядит довольно непрезентабельно. Длина вполне удобная, 2 метра. Такие вилки я довольно часто сам использую, они 16 амперные. В общем, сегодня меня интересовал один единственный вопрос, как он будет гнуть лапку на круглой трубе. И черт возьми, все-таки она крутится. Вот круглая труба, вот лапка, отбитая на молоте. Если я все правильно понимаю, то вставлять надо до упора. Ну что, вот мое первое изделие. Лапка замята. Все, браток, хватит скитаться по транспортным компаниям. Будешь теперь на меня работать. Валы свежие, оставляют небольшой заусенец, но ничего, притрутся. Длина замятия 140 мм, то вполне с запасом. В общем, если я правильно понимаю, то при должном старании из этих отверстий должно литься материальное благополучие. Посмотрим, попробуем и честно обо всем расскажем. Понять, сколько киловатт двигатель мне одной рукой, к сожалению, не удалось. Ну что, ребят, время короткого обзора подходит к концу, поэтому, как водится, подытожим. Конечно, хочу сказать спасибо компании Profi, что поверила в меня и согласилась на честные обзоры. Я думаю, немногие компании рискнут на такой шаг. В принципе, обратная связь еще никому не навредила. Мало того, они дали мне комплектный станок. Хотя легко могли сказать, раз ты такой мастер, то делай оснастку сам. Поэтому впереди нас ждут обзоры станка, но и про ручную ковку забывать не будем. Каких-то визуальных изъянов я сегодня не заметил. Может, потому что я сегодня на радостях. Да, ребят, чуть не забыл. Хорошо, что посмотрел обзор на станок Profi. И там было сказано, что он комплектуется педалью. Нашел ее в положенном месте, и тогда мне вообще стало непонятно, почему на всех роликах матерые специалисты для заминания лапки нажимают на кнопку. Ребят, если есть идеи, напишите. В общем, итожим со второй попытки. Есть станок, будут обзоры. Будем осваивать, рассчитывать. И уже в следующей серии про станок поставлю один эксперимент. И его результат 100% заинтересует всех, независимо от того, ручной у вас станок или электрический. В общем, кому понравился обзор, ставим лайк. Все остальные, так и быть, ставим дизлайки. А на сегодня, как обычно, все. Всем удачи, здоровья, прорвемся. Ну и троекратное ура, ура, ура. Еще небольшая ремарочка. Вот прислали такую коробку. Я не стал открывать, не знаю что там, но мне кажется, что это рамка, в которой я повешу свой первый доллар, заработанный на станке Profi 2M. Ну а теперь же точно все. Всем добра и позитива. Прорвемся.